Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Это такой вечерний влог, третья часть, так как сегодня я выложила не одно видео за целый день, а 3 видео. Утреннее, дневное, и это как раз-таки вечернее. Если вы не смотрели предыдущие видео, то в конечной заставке вы увидите ссылочки. Так что оставайтесь со мной, приятного вам еще раз просмотра. Я утром раскрашивала по номерам маркерами, днем акварелью, а в этот раз взяла раскраску, которая у меня по плану. И хочу пораскрашивать, скорее всего, сейчас покажу, вот эту иллюстрацию. Все как-то мне было лень, не знала, как к ней подступиться, но сейчас вроде бы появились некоторые идеи. Правда, мне хотелось сделать фон акварелью детской, но в прошлом месяце я раскрашивала вот эту страничку и делала фон, как вы видите, сухой пастелью. Также я использовала немножко гелевых ручек, и поэтому, к сожалению, акварель явно не вариант, так как и ручки, и, в общем-то, сухая пастель может потечь. Поэтому я решила фон сделать тоже сухой пастелью. Ну, карандашами явно не вариант, я не хочу. Ну, вообще, если взять кахенуровский химический карандаш, то, наверное, можно было бы. Но, скорее всего, я возьму сухую пастель, сейчас вот ее сюда накрашу, потом вот этой вот растушевкой, там, чтобы не задеть другие элементы, пройдусь. И надо, кстати, заказать новых. И, возможно, какие-то здесь элементы тоже будет сухая пастель. Я даже сейчас думаю, что, может быть, вообще все посыпать. Просто разными оттенками, потом это все растереть и выделить элементы гелевыми ручками. Что-то белый, что-то цветной. В принципе, как вариант, очень даже неплохо. Я хочу, чтобы все было ярко, поэтому у меня будет пастель Мунга. У меня там, наверное, штук 6-7 мелков, потому что так у меня 72 цвета петербургской пастели. Она мне тоже нравится, у меня к ней особо претензий нет. Но это более пигментированная, поэтому, скорее всего, буду использовать ее. Так, все видно, просто у меня ракурс. Сейчас я к нему уже попривыкла, но все-таки иногда еще проверяю. Кто не видел 2 предыдущих видео, поясню, что такой формат у меня будет не ежедневный, естественно. Но мне хочется чего-нибудь разнообразного, новенького для себя и для вас в том числе. Потому что когда по одному и тому же сценарию снимаешь каждый день, то, знаете, иногда это уже из разряда удовольствия, ну, как-то оттягиваешь этот момент, где-то что-то лень. А это первый признак того, что, значит, нужно что-то поменять. Пусть не навсегда, допустим. Но я, например, знаю, что если завтра я буду снимать уже обычный хобби-влог, точно так же, с раскрашиванием на камеру. Вот. Но вот сегодня, отдохнув таким вот образом, значит, завтра мне уже будет в удовольствие даже по старому сценарию снимать. Понятное дело, смотреть что так я бы показала. Но вот именно в плане съемок хочется разнообразия.
Ну, я думаю, и вам тоже будет как бы разнообразие и, соответственно, поинтереснее. Так, ну я прям на стол попадаю. Стараюсь много не крошить, чтобы потом не оставалось. Так как палитру можно задеть, сами понимаете. Все это рассыпется. А продукт пигментированный. В общем, оно не надо. Самый темный. Или это не самый темный, вру. Вот у меня самый темный. Эти мелки уже разламываются на части. Но их все равно, они у меня уже давно. И я думаю, что мне еще надолго хватит. Сейчас заодно посмотрю, сколько все-таки у меня мелков. Ну, я думаю, я не ошиблась. Сейчас найду только вот этот. Попадаются какие-то мне небольшие кусочки. Ну, больше и не нужно. Мне еще просто понравился формат, что я без ускорения показываю процесс. Нет, ну здесь обязательно и с ускорением в том числе будет. Ну вот мне сейчас как-то так захотелось. Приступаю к раскрашиванию. Ну, для фона я, наверное, буду использовать синий, голубой и вот этот, наверное. Остальные цвета уже оставлю на какие-то элементы. Да, определенно нужно докупить, потому что я когда-то еще, знаете, до того, как, ну, когда только-только начинала увлекаться раскрашиванием, я приобрела, но я тогда раскрашивала совсем уж по-простому, фломастерами, ну, как все начинали. И поэтому мне эти штуки были не нужны особо. А потом вот пригодились, как-то уже, да, нужно побольше их купить. Тогда-то я брала на пробу. Думаю, по принципу вдруг пригодится. Ну, оно реально пригодится. Я еще даже не решила пока, где буду. Просто в магазине, может, на Вайлдберрисе или... Ну, посмотрим. Теперь-то я уже понимаю, что иногда растушевка бывает нужна. Потому что вот здесь вот обходить элементы прикольно. Хотя вообще, наверное, для таких моментов пастельные карандаши хороши. У меня 2 дервента есть пастельных. В теории можно докупить еще какие-то цвета, но... А не знаю. Сильно у меня есть желтый и зеленый, в принципе. Я думаю, вполне даже достаточно. Но сейчас я уже все цвета накрошила. Тем более нет смысла. Даже имеющиеся доставать. Ну, сейчас я их, конечно, уже точно пастельные покупать пока не буду, потому что на них была хорошая цена 115 рублей за штуку. Сейчас уже 150 с чем-то. Так что, если что, я лучше акции дождусь, а там посмотрю, может и правда возьму несколько основных, потому что, мне кажется, пастель хорошо смешивается, смысла нет брать много оттенков. Ну и в целом практически считайте карандашом.
Сделаю такой яркий фон. Я в предыдущем видео рассказывала, что у нас тут у соседа вскрывали дверь. Да. Но вот сейчас выносили. И самое главное, что мы ничего такого не чувствовали. Вообще. Правда, этажом выше и ниже, летом, в конце июля, этажом выше соседка, этажом ниже соседка чувствовали. Неприятные, так сказать, запахи, а потом они исчезли. У одной почему-то на балконе, а у другой на кухне и в туалете. Да, тема, конечно, та еще, но вот как-то так у нас. Такие страшилки на ночь. И бедные родственники стояли весь день на лестнице, ждали вот это все эти разборки. Тихий ужас. Ладно. Он был странным. Очень странным. Но всякий человек и сосед, который, в общем, здесь жил-то с самого начала. То есть, получается, вот как раз соседка, которой я помогала, умерла в конце октября. И вот, в общем, прям квартира рядом. Такое случилось. Так, добавим вот этого еще цвета, а то я что-то увлеклась синим. Ага. А надо бы чередовать. Но здесь я звезды принципиально не обхожу, потому как я буду все это обводить ручкой. Здесь, возможно, тоже будет сухая пастель. Я еще не решила до конца. Нет, ну, конечно, будет. Не оставлять же это белым. Мне нравится сочетание вот этого и вот этого цветов. Они так переходят прикольно и хороший оттенок дают. Я просто думаю, что вот там, где вот эти звездочки, тут надо немножко желтого добавить. Я сейчас еще пораскрашиваю за кадром. Так, видите, я не той стороной отвлеклась. Пораскрашиваю за кадром, потом вам покажу промежуточный результат. А в конце уже месяца вы увидите полностью законченную иллюстрацию. Ну, как всегда, в общем-то. Просто то, что было по номерам и акварелькой из того, что не по плану, я показала сейчас. Ну, просто если все сразу показывать, то потом неинтересно будет смотреть. Но вообще не факт. Потому что я, например, раскрашиваю, и когда в конце месяца снимаю видео, для меня самой мне очень интересно. Потому что какие-то работы я напрочь забываю, особенно то, что в начале месяца крашу. И потом так интересно смотреть. Причем я даже забываю там карандашные работы какие-нибудь. Это просто вообще удивительно. Вот бутылки, я даже думаю, то ли тоже закрашивать таким цветом. Но здесь вообще написано «Звездная пыль». Наверное, ее нужно как-то так наполнить чем-то, вот не полностью, не до конца. А здесь, ну да, здесь, наверное, вот
будет правильнее закрасить. Вот пусть вот так вот где-нибудь. И еще взять, например, голубой. Ну вот до этого момента. А здесь сделать потом поярче. Цвет радуги. Ух ты. Что, это все делать таким цветом? А радужным? Так. Ну, не знаю. Я бы... Не, ну можно сделать радужным, если достать большой набор сухой пастели, а мне этого делать не хочется. Поэтому пусть будет так. В основном будет вот эти оттенки. И добавлю немножко какого-нибудь голубого. Вот. Надо, может быть, ватную палочку сейчас взять и растереть. Тут вот еще так добавлю. Честно, мне такая тема сказок, волшебства, мне это, конечно, все нравится, но вот это вот выдумывать, как раскрашивать звездную пыль, цвет радуги и тому подобное, мне вот что-то мне это не очень как-то близко. Это как-то не моя тема. Ладно, сделаем вот так. И потом можно обвести будет ручкой. И растушую. Возвращаюсь к привычному формату съемки видео. Опустила немного камеру и продолжу. Интересно, когда вот так не знаешь, что, в общем-то, получится. Идеи идеями. А вот как это реализуется, да, все-таки прям очень меня пугают эти бутылочки, скляночки. Ну, попробую. Хватит уже избегать эту иллюстрацию. Уже раскрашу. Ну, или испорчу, или останусь довольна. Но я думаю, что вряд ли я испорчу. Сухая пастель — это классный такой материал. Я вот вообще, когда и первый раз купила пастели, потом уже большой набор, и вот эту тоже покупала, ни разу о покупке не пожалела. Пастель — это, конечно, ну, не знаю, в нашем раскрашивательном хобби очень помогает, выручает. На столе куча пастели. Сейчас буду сначала это просто салфеткой, потом, наверное, влажной салфеткой все это убирать. И я еще удивилась, что я руки отмыла с первого раза, потому что обычно раза по 3 приходится. Сейчас нужно будет, ну, когда я все закончу, пергамент еще здесь проложить. Я взяла белую ручку Crown и обвела вот эти вот бутылки, часы. На камеру, конечно, это не очень видно, но точнее, как бы кажется, что как будто часы потерялись. Но я думаю, что еще разок белым обведу, потому что пастель, она как бы даже смешивается, получается. Вот здесь у меня где-то будут с блестками ручки, может быть, где-то металлик.
еще белую ручку, где необходимо, добавлю. Но конечный результат вы, конечно, в конце месяца уже увидите. Тут будет еще и белый корректор. Я думаю, что белый, потому что яркости уже и так достаточно. Не, но в целом не аляписто. Ну, потому что, хотя, казалось бы, да, я желтый в том числе понемногу и добавляла на фон основной, но тут просто, знаете, как надо, чтобы не было аляписто, надо распределить, что будет основным на фоне и какой-нибудь ведущий цвет для каждого фрагмента. И поэтому, в принципе, получилось хоть и довольно ярко, многоцветно точнее, потому что здесь такие... Не, ну, я считаю, что довольно ярко получилось, но не аляписто, это очень-очень радует. Заполнять, кому книга принадлежит, я не буду, потому что у меня почерк такой себе, ну и я не вижу в этом никакой необходимости. Я люблю именно раскрашивать. А насчет ручки Краун, она по-прежнему остается моей любимой, но я понимаю, что все-таки гелевые ручки покупать в запас не стоит, потому что вот это вот все, что пастельное, потому что это же какая у нас серия, по-моему, пастель. Да, это серия пастель, и она засыхает. Хотя, когда я закончу ее, может быть, даже довольно оперативно, если это получится, просто я хорошо к белому контуру отношусь, но я считаю, что я за умеренность. Но если к концу использования с пишущим узлом все будет хорошо, то я на те ручки, которые в запасе, ну, как бы поменяю. И, может быть, удастся все использовать. Хотелось бы. А может, стоит попробовать вытащить вот эту вот часть, как раз сам пишущий узел. Может быть, в горячую воду положить, чтобы все это как бы так прочистилось, скажем. Ну и на обратную сторону главное ничего не попортить. Но в принципе гелевые ручки, что с ультраблеском, что так, видите, на эту сторону не протекли. И я еще здесь добавляла блестки, луч. Может быть, и здесь также сделаю. Ладно. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уюта, тепла. Мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Всем пока-пока.